Добрый день, рады приветствовать вас на канале Freight Forwarding Stories. Меня зовут Дмитрий Савенков, я Chief Commercial Officer American Group of Companies, и мой собеседник сегодня Альберт Газарян, компания CargoNect, и мы представляем продукт. CargoFront. Поговорим о технологиях Да. в транспортном экспедиторском бизнесе и логистике. Прежде всего, может быть, немножко о себе и каким образом появился такой продукт, Конечно. и что послужило, Да. вот какой был бэкграунд для того, чтобы подойти к этому. Дмитрий, спасибо за представление. Да. Началось все, если честно, еще во время ковида, потому что у совладельца компании, его отец работает экспедитором, у него логистическая компания в Армении, и во время ковида жаловался, что все закрыто, нужны дигитальные технологии, новые технологии, а на рынке толкового особо ничего и не было. Коллега, он как раз, у него бэкграунд в IT, он замечательный девелопер. Вместе с ним мы вдвоем сели, начали думать, чего не хватает на рынке. Начали с одним продуктом, занимались им около 2 лет. В прошлом году поняли, что надо немножко менять траекторию движения, и запустили CargoFront. Это наш новый продукт с лета прошлого года. Понятно. Можно пару слов о CargoFront, что он из себя представляет? Да. Будем считать, что это размещено без прав на рекламу. Просто, чтобы наши зрители имели представление. И, кстати, ссылка будет внизу под описанием этого видео. CargoFront — это платформа для экспедиторов, чтобы работать со своими клиентами. Мы дигитализируем то, что происходит обычно через имейлы, и с помощью как AI-технологий, так и других автоматизаций, которые есть, упрощаем работу с клиентами. То есть это такой как дигитальный филиал компании, чтобы репрезентировать себя. Можно сказать, виртуальный офис, да. Ну и там, соответственно, еще и необходимые всем опции, да? Естественно. Возможность от клиента получать запросы, размещать котировки. У нас здесь целый трек-н-трейс, вся документация онлайн. И есть еще продвинутая аналитика, которая показывает сильные и слабые стороны компании, скажем так. То есть мы помогаем нашим клиентам увеличивать, скажем так, confirmation rate запросов. Хорошо. Вот я о чем хотел поговорить. Вот даже персонально и наша компания, мы занимаемся постоянным поиском продуктов, да, который помог бы нам улучшить эффективность. В конечном итоге мы все про деньги. Да. Вы, находясь по другую сторону баррикад, насколько вы оцениваете эффективность этого продукта и чем он может быть полезен? Тем более, что если еще несколько лет назад продуктов было там раз-два, да, как правило, кто-то справлял в нашей части земного шара, да. Кто-то справлялся сам, а какие-то решения, которые были у наших западных коллег, американских коллег, европейских коллег, мы сейчас, если поговорим, допустим, о рынке СНГ, да, то продуктов было раз-два обчелся, да, и, допустим, стоимость их была носила, как для нас, заоблачный характер, да? Но в чем сейчас, например, либо отличие, либо польза, либо вот в сравнении с другими? Да. Это все всегда идет, скажем так, от спроса и предложения. В западных странах, в Америке, там уже давно появился спрос на новые технологии, потому что цена, скажем так, рабочего труда у них довольно высокая. Им выгодно инвестировать в системы, потому что это означает, что они могут на какое-то количество меньше сотрудников нанять. В странах СНГ, в большинстве стран СНГ зарплаты низкие, поэтому, условно говоря, легче нанять еще одного сотрудника, пусть он в Excel дальше работает. Рынок начал меняться, я бы сказал, как раз-таки примерно во время ковида, когда все закрылось, и люди поняли, что нужны какие-то технологии, нужны улучшения. В то же время, скажем так, если брать общие постсоветские страны, самые продвинутые — это, наверное, Прибалты. В принципе, особенно Эстония, она, скажем так, очень сильно ориентирована на IT-стартапы. Это не только касается логистики, это в разных областях. И из-за того, что там государство столько инвестирует ресурсов в IT-стартапы, рынок растет. То есть там, наоборот, предложение
создает спрос. Обычно как бы наоборот, спрос создает предложение, а там вот предложение очень высокое. Из-за того, что они так настолько продвинуты, там большая конкуренция, и, допустим, туда входить сложно, потому что от большой конкуренции там и сильное давление на цены, то есть софтверы там стоят дешевле, чем в остальной части Европы. Понятно. Вот. Что касается других стран СНГ, очень развитая Украина. Я там вижу, что компании интересуются в том, чтобы инвестировать в какие-то, допустим, трек-н-трейс решения. Я в очень многих компаниях видел автоматические трек-н-трейс решения. Иметь какие-то внутренние системы, у всех бухгалтерские системы. Другие страны пока что немножко отстают. Тут и там видны какие-то, скажем так, инноваторы, но это не тенденция всего рынка, а скорее инициативы конкретных компаний, конкретных лидеров этих компаний. Понятно. Тут мы подходим к такому интересному вопросу. То, что касается, например, с нашей стороны баррикад, да, вот мы изучали и продолжаем изучать массу продуктов, которые предлагаются на рынке, да. С чем сталкиваешься прежде всего? Как правило, они не отвечают твоим бизнес-процессам. Это как бы первым. То есть идет совпадение, там, например, там, на 60%. Да, основной массив где-то попадает, он in general общий для всех, но, как всегда, в протоколах, в процессах, в операционке есть различные нюансы. Есть, как говорится, если брать, например, Украину, у нас есть две основные модели построения командной работы. Одна — это менеджер-помощники, грубо говоря, бизнес в бизнесе. Другая схема — это та, по которой работают классические западные компании, когда продавец продает, потом дальше передает клиента и так далее. Вот. И для нас всегда это вопрос эффективности, да? То есть я беру программу, которая облегчит мне труд, чтобы что, да? Чтобы, например, платить за нее 2000 евро в месяц. А что она будет для меня делать? Будет ли она мне зарабатывать деньги? Вопрос как бы, наверное, нет, да? То есть она будет улучшать производительность труда моего сотрудника. Каким образом, да? Она может считать, помогать ему считать быстрее. И тут как бы мы сталкиваемся с тем, что некоторые программы не предусматривают полного списка контрагентов, которые могут предоставлять те тарифы, да. То есть, например, они сориентированы на то, что ставки даются только от прямых перевозчиков, хотя мы знаем, что рынок, большая часть рынка в экспедиторских компаниях, в том числе в компаниях среднего мелкого бизнеса. Вот, потом ее стоимость, эффективность оценки, статистики и так далее, да? То есть, по вашему мнению, где тут может находиться именно вот эта золотая середина, Да. при которой, особенно если мы говорим о рынке, ну, когда ты платишь за программный продукт месячную зарплату потенциального сотрудника, а у тебя пользуется весь отдел, это, естественно, одна ситуация. Но когда у тебя стоит выбор взять еще одного человека, который будет собирать тебе вручную с экселевской табличкой информацию или платить за продукт, вот где здесь вот эта точка эффективности, при которой надо как бы подходить к какому-то выбору продукта? Да. Вы затронули одну очень интересную тему. Это, скажем так, на английском говорят one size fits all. Да, я бы сказал, в логистике этого не существует. В логистике каждая компания немножко по-другому работает, у каждой внутренние процессы немножко другие, и поэтому там всегда должна быть какая-то адаптация. То есть всегда должно быть анализ внутренних процессов этой компании, и чтобы софтвер именно сидел на их процессах. То есть одно решение может подойти одной компании, но для другой, хотя это тот же рынок, та же страна, те же виды транспортов, но абсолютно не будет подходить им, потому что у них внутренние процессы совершенно иначе стоят. Что касается какого-то return on investment, скажем так, то есть сколько платится за софтвер и что за это получается, то есть два вида расчета. Один с точки зрения, сколько мне это сэкономит сил, то есть, условно говоря, насколько меньше сотрудников мне нужно. Другой — это сколько мне это принесет денег.
То есть Да. у моих Сколько я сотрудников... сэкономлю, сколько я заработаю. Да, совершенно верно. То есть у моих сотрудников будет в день на 2 часа больше. Типа, сколько котировок они смогут отправить за эти 2 часа? Скольким клиентам они успеют обзвонить, узнать, есть ли у них перевозки? Эти два фактора, это на самом деле довольно легко считается. У нас даже есть на это внутренний Excel-овская таблица, где мы вбиваем данные, и он выплевывает От нам простого к сложному, да? от простого к сложному, да. Он мне показывает конкретно, сколько эта компания сэкономит и заработает денег, если наш софтвер будет у них в продукции. Ага, то есть у вас есть такая аргументация, что если люди поработают с программой, вы потом можете им сказать, что за этот месяц косвенный, да, Да. но прямого мы Да, все да, мы да. увидим в каждый день денег, но косвенная экономия составила, например, Да. вот Мы столько, это да? делаем еще до подписи контракта. То есть мы общаемся с клиентом, говорим, давайте посчитаем, выгодно вам или нет. То есть спрашиваем, сколько перевозок делаете в месяц, сколько сколько запросов на котировки получаете, какая средняя зарплата, какая средняя прибыльность на перевозку. То есть все эти расчеты, они, я говорю, там довольно примитивная калькуляция, скажем так, Ну но да. она работает. Она показывает вот эти две цифры, которые я сказал, сэкономлено, заработано. Ну и Вот. плюс какие-то метрики для Да, руководителя, эффективность работы менеджера, да, наверное, количество обработанных запросов там и так далее, это да, чтобы растет, для да, того, да, чтобы да. внутри или там и так далее. Я понял. Хорошо. Возвращаясь к рынку программных продуктов, да, вот на сегодняшний день существует колоссальный ранжир. То есть, Да. если раньше их было там раз-два, то на сегодняшний день как быть экспедитору? Например, вот фрахтовые биржи. Да, Их на сегодняшний день великое множество, да? Они да-да-да. есть специализирующиеся и на определенных регионах, есть и общие. Но как бы вот где получить эффективную цену? Тем более по нашему опыту, есть, например, биржи, которые процедуру блокировки забирают на себя, являясь фактически онлайн и Мгм. не только онлайн твоим субагентом, и ты Да, фактически не контролируешь бизнес, отдавая им под то, что они называют самыми хорошими тарифами, хотя это может быть не самые хорошие тарифы в спот или там в текущем моменте. Плюс есть просто те, которые справочную информацию вытаскивают. Спасибо перевозчикам, которые охотно свои базовые ставки продают всем или дают эти допуски. Но вот как быть экспедитору в таком многообразии продуктов? Ну, рано или поздно ты как бы найдешь то, что да, соответствует твоим процессам, да, то есть не надо ничего допиливать, это дорого, долго будет. И да-да-да. вот, ты найдешь, что максимально тебе подходит. Плюс ты найдешь, опять же, какое-то количество продуктов, как это все собрать Да. вместе. Я бы сказал, самое важное сделать приоритизацию. Нужно понять, какие основные проблемы нужно решать. Составить список, составить их важность и сфокусироваться на том, что горит больше всего. То есть, если горит больше всего, что нужно расширить рынки, искать новых клиентов, можно направиться в сторону маркетплейсов и начать анализировать их. Если горит больше внутренние процессы, то есть как создавать ставки. Вы сказали пример, чтобы получать цены от других агентов, с которыми работают. Нужно ориентироваться туда. То есть составить список приоритетов, я бы сказал, это шаг номер один. Когда уже есть приоритет, то уже это, скажем так, более узкопрофильный поиск. Можно составить шорт-лист компаний, которые предлагают данные услуги. И тут уже важный момент, потому что логистический рынок, он в принципе глобальный, но каждый рынок работает чуть-чуть иначе. Нужно понять, какая компания для вашего рынка имеет самое, скажем так, адекватное решение. То есть, скорее всего, стопроцентного матча никогда не будет. Всегда нужно будет что-то допиливать. Но если, скажем так, 60-70% уже там, и компания охотно немножко там под вас подстроить, я считаю, что это уже интересная дискуссия с ними. Да. Ну, да, да. Хотел еще такой вопрос задать. Да, Мы вот обсуждали еще до да, съемки. Я рассказывал ситуацию, когда на одной из конференций где-то всего лишь, наверное, 4-5 лет назад я общался с представителем американской IT-компании, который на тот момент предлагал революционное решение, связанное с заменой операционного состава да, искусственным интеллектом. И на тот момент это стоило, как у нас говорят, шаленых грошей, 100-150 тысяч долларов в год. Я тогда понимал, что это хорошо для американского рынка,
учитывая расходы на оплату труда и так далее. Но как бы технологии развиваются настолько бурно, да, что использование искусственного интеллекта в анализе трафика, тарифов, в подготовке отчетов и в дата-анализ это уже решение, которое допустимо на уровне частного предпринимательства у нас фактически, Да. да? А, вопрос, как, какое видение, что нас ожидает дальше в течение ближайших 3-5 лет? Потому что технологии развиваются настолько стремительно, настолько все обезличивается и цифрализуется, да? Будет ли у нас еще где-то человеческий фактор? Вообще, в какую сторону мы идем? Вот Да. как для человека, который разрабатывает продукты для рынка, какое видение? На самом деле, вот внедрение искусственного интеллекта вот так широко, оно же не только логистику затронуло, оно затронуло абсолютно все. Да. Это по факту сейчас мы живем в период новой индустриальной революции, когда рынок труда Да. во всех отраслях, он будет совершенно меняться, будет очень большая трансформация. Что касается логистики, логистика уже сейчас отстает от остального мира, я бы сказал, искусственный интеллект внедряется в логистику намного медленнее, чем в другие индустрии. Там, где другие индустрии уже давно что-то используют, в логистике только начинают экспериментировать. Ну, я, например, считаю, что это из-за того, что в логистике очень часто отсутствуют линейные процессы. Абсолютно согласен. Upside down. Да. Туда-сюда Не идут только у постоянно. нас, да. И как бы оцифровать их не то, чтобы задача достаточно нетривиальная, должна быть определенная фантазия и опыт, взятый изнутри. Но как бы вот я о чем говорил, когда у меня была эта встреча, и я поговорил с этой компанией, которая предлагала решение об искусственном интеллекте, я когда вернулся в офис, и я объявил своей команде, операционистам о том, что помните ли вы, как была такая профессия, портфорвардер, были эти парни с пачками бумажек, с бумажными нарядами, которые бегали, это все визировали. Больше этого нет, даже в Украине больше этого нет. То есть есть один человек, который этим занимается, но все как бы потихонечку перекатывается в онлайн решение. Сейчас как бы подходит следующая трансформация, да, то есть придется отказаться, наверное, от операционных сотрудников. Если не полностью, как мы говорили, это будет, наверное, вместо 5 человек 2, да, то есть Производительность труда будет расти. То есть если один операционист мог обработать, допустим, 10 запросов в день, сейчас он сможет обрабатывать 20-25, в будущем еще больше. Я не считаю, что искусственный интеллект сможет в логистике полностью заменить операционистов. Мне все-таки кажется, что это идет именно в сторону производительности труда. То есть они просто смогут работать лучше, эффективнее и прилагать при этом меньше усилий. То есть это не будет означать, что они будут разрываться. Они будут прилагать еще меньше усилий, чем сейчас, но давать лучший результат. Вот. И в эту сторону именно идет, вот что касается искусственного интеллекта, там через 5 лет в логистике, через 10, наверное, слишком долго загадывать. Опять же, я не верю, что исчезнет эта профессия полностью. Наоборот, мне кажется, компании, которые смогут раньше использовать искусственный интеллект, то есть адаптация пройдет раньше, они смогут еще быстрее получать клиентов, потому что это же не только означает, если операционист обработает 25 котировок в день вместо 10, это означает, что он быстрее отправляет клиенту ответы. Это означает, что у клиента есть больше времени зареагировать, больше шансов, что выиграется именно с ним перевозка. Вот. Да. И оперативность ответов, Да. фидбэки, это все очень ценно, да. И когда вот это ускорение внутреннее происходит, оно само собой ведет к тому, что растет бизнес. То есть у экспедитора получается больше запросов, больше перевозок. И когда у него получается больше перевозок, он потом может, условно говоря, даже нанять еще больше сотрудников, потому что у него будет еще больше бизнеса. Масштабирование пойдет, да. Ну, хорошо. Дай бог, если так. Тогда на этом позитивном прогнозе мы, наверное, закончим сегодняшнюю нашу дискуссию. Спасибо всем за внимание. Хочу еще добавить, что мы записываем это короткое интервью во время конференции «Блок», Международная экспедиторская ассоциация. Это первая конференция данной ассоциации. Оба мы являемся ее участником. And thank you so much, media team of Block, for assisting us with supporting this video. Thank you. Thank you very much. Спасибо. Great.
Thank